Привет, друзья! Сегодня я собрал для вас самые обсуждаемые новости Германии и мира, и они напрямую касаются каждого. Почему диплом может потерять ценность? Что происходит на пивоварнях Саксонии и к чему приведут новые забастовки? Почему пенсионеры в Германии все чаще сталкиваются с нехваткой достаточного дохода? Что грозит автопроизводителям из-за конкуренции с Китаем и какое новое решение властей может ударить по кошельку жителей столицы? А еще политический конфликт внутри коалиции канцлера Фридриха Мерца и громкая критика правительства Нижней Саксонии за использование автомобилей, не соответствующих климатическим целям. Все эти события покажут, чего ожидать каждому из нас в Германии уже в ближайшее время. Оставайтесь до конца, впереди много важного, и обязательно подпишитесь, чтобы ничего не пропустить. Итак, бывший менеджер Google предупреждает, что получение диплома в таких дисциплинах, как юриспруденция или медицина, может скоро утратить смысл. Он обращает внимание на стремительное развитие технологий, из-за которого выпускники могут потратить годы на обучение, а их навыки устареют еще до завершения учебы. Джан Тариф, который создал первую команду по генеративному искусственному интеллекту в Google, в интервью журналу Fortune выразил сомнения в долгосрочной ценности академических степеней. По его мнению, выпускники оказались в сложном положении, поскольку технологии могут опережать их квалификацию еще в процессе обучения. Более того, Тариф советует студентам тщательно обдумывать желание получить степень PhD. Он утверждает, что такое образование может стать быстрее устаревшим, чем они рассчитывают. Вместо этого он подчеркивает важность развития нестандартного взгляда на задачи эмоционального интеллекта и навыков построения отношений с людьми. Это качество, которое сложнее автоматизировать. Кроме того, в университете Чикаго профессор Генри Хоффман отмечает тенденцию ухода аспирантов в частный сектор, где предлагаются более высокие зарплаты. Это может оказать долгосрочное влияние на академическую сферу, поскольку мотивация и продолжение научной карьеры снижается. А дальше еще интереснее. В Саксонии продолжаются предупредительные забастовки на пивоварнях. Рабочие поддержали решение о приостановке деятельности на всю неделю. Производство и доставка пива практически остановлены, поставки сведены к минимуму. Профсоюз обвиняет работодателей в затягивании переговоров. Требования работников о повышении зарплаты на 7%. Работодатели, в свою очередь, заявляют, что предлагали более 5%, но профсоюз отверг это предложение. Стороны не смогли достичь договоренности даже после 2 раундов переговоров. В акции участвуют 6 пивоварен из примерно 130 предприятий региона, среди них крупные компании, включая известные пивные группы. Профсоюз намерен добиваться компромиссов всеми доступными средствами, пока ситуация остается неопределенной и производители предупреждают о возможных перебоях с поставками пива в магазинах и ресторанах. Но и это еще не все. Правительство Нижней Саксонии подверглось жесткой критике от экологических организаций за использование служебных автомобилей. По данным проверки, чиновники слишком часто используют машины с двигателями внутреннего сгорания, а не электромобили, несмотря на климатические цели. Организация отмечает, что из 34 проверенных автомобилей лишь малая часть соответствует современным стандартам экологичности. При этом закон обязывает правительство земель отдавать приоритет машинам с низким уровнем выбросов. Активисты критикуют то, что регион, заявляющий о приверженности защите климата, сам не демонстрирует пример. Они требуют ускорить переход на электромобили и гибриды, чтобы снизить вредные выбросы. В ответ власти региона заявили, что обновление автопарка уже запланировано, но этот процесс требует времени. А дальше новости для жителей Германии, особенно для пенсионеров. Эксперты сравнили пенсионные системы разных стран и пришли к выводу: в Германии есть чему поучиться у лидеров. Сегодня ее система обеспечивает лишь около половины прежнего дохода, и многие пожилые рискуют столкнуться с нехваткой средств. Одним из лучших примеров считают именно Нидерланды. Там действуют 2 основных принципа. Каждый, кто долго прожил в стране, получает государственную пенсию, а кроме того, почти все работники участвуют в дополнительных пенсионных программах на работе. В результате большинство пенсионеров получают, внимание, около 70-75% от своего последнего заработка. Дания тоже выделяется. Здесь размер пенсии зависит не от зарплаты, а от того, сколько лет человек прожил в стране.
Дополнительно есть накопительные схемы, а возраст выхода на пенсию меняется в зависимости от продолжительности жизни, чтобы система оставалась устойчивой. Есть и интересные решения, например, в Израиле. Небольшая государственная выплата плюс обязательные взносы работодателя и работника. В итоге получается достойный доход на старости. В Сингапуре все взрослые обязаны откладывать значительную часть своего заработка в специальный фонд. Эти деньги можно использовать и на жилье, и на лечение, но основная цель все-таки это пенсия. Вывод экспертов прост. Чтобы люди не беднели в старости, нужна смешанная система. Она должна включать государственную поддержку, накопление на работе и личные сбережения. Такой подход может дать пенсионерам уверенность в будущем. А теперь важная экономическая новость для автомобилистов в Германии. Производители электромобилей из Китая вскоре могут снизить цены на свою продукцию в Европе, в том числе и у нас в Германии. Исследование, проведенное одним из автотранспортных институтов, показывает, что на внутреннем рынке Китая идет жесточайшая конкуренция с целью захвата лидерства по затратам и объему продаж. Именно такие компании, как BYD, MG и Great Wall, намерены использовать свои преимущества и на европейском рынке. Европа, чтобы ограничить этот наплыв дешевых электромобилей, ввела весьма существенные импортные пошлины в среднем порядка 108%. Но даже несмотря на это, эксперты считают, что китайские автопроизводители благодаря масштабному производству и удешевленному выпуску аккумуляторов смогут постепенно снижать цену своих машин и в Европе, оказывая давление на местных производителей. Причину падения продаж электромобилей у нас в Германии в 2024 году специалисты видят в том, что отмена государственной премии сделала их менее доступными. Данные показывают, что было продано почти на треть меньше электромобилей, около 380 600 единиц, что на 27,5% меньше, чем годом ранее. Тем не менее, некоторые модели от Tesla и других брендов остаются все-таки популярными, а отраслевые эксперты оценивают, что несмотря на некоторый рост продаж в этом году, крупных скачков ожидать не стоит, конкуренция становится все более жесткой, а доступность электромобилей все более важным вопросом. И, конечно же, перейду к политическим новостям Германии, без них никак. В период летних каникул в коалиции вновь обострился серьезный спор. Теперь вокруг идеи повышения налогов для людей с высоким доходом и крупных накоплений. Министр финансов Ларс Клинбаль предложил рассмотреть такую возможность, чтобы закрыть бюджетные пробелы. Он подчеркнул, что не отказывается от этой опции и описал ее как один из возможных инструментов финансирования мер по снижению налогов для средней и низкой части населения. Реакция коалиционного партнера последовала практически сразу. Сторонники нынешнего правительства с категоричностью отвергли эту идею, напомнив, что соглашение не предусматривает повышение налогов, а наоборот ориентировано на их снижение. Они привели аргумент: сейчас не время вводить новые обременения, особенно для предпринимателей, ремесленников и среднего класса. Именно они особенно остро ощущают все экономические нагрузки. В свою очередь, представители правящей партии добавили: борьба против повышения налогов для самых обеспеченных напрямую влияет на возможность освободить средства для поддержки миллионов обычных людей и стимуляции экономического роста. Вдобавок, сторонники налоговых изменений обратили внимание на то, что в стране давно существует дисбаланс. Простой работник, например, учитель или медсестра, может в итоге платить больше налогов, чем тот, кто получает доходы от сдачи в аренду множества недвижимости. По их словам, это несправедливо, и налоги на большие наследства или сбережения давно требуют пересмотра. Тем не менее, в коалиции сохраняется принцип: все крупные решения, будь то изменение налоговой политики или бюджетные приоритетов, должны приниматься совместно и на основе коалиционного соглашения. А дальше новость, которая касается абсолютно всех граждан Германии. В столице резко усилили меры против незаконного выброса мусора. Новая система штрафов вступит в силу в ближайшее время и серьезно увеличит ответственность нарушителей. Бросить окурок, например, на землю станет дороже. Штраф вырастет с прежних 55 до 250 евро. За оставленный на тротуаре собачий кал теперь придется заплатить 80 вместо 55 евро. Эти изменения уже одобрены местным парламентом. Еще серьезнее последствия ждут тех, кто избавляется от громоздкого мусора нелегально. Стандартный штраф за старую мебель или бытовую технику увеличится до 4000, а при больших объемах до 8000 евро вместо прежних максимум 500.
Кроме того, в перечень наказаний добавляют новые нарушения. Например, просто оставленный мусорный пакет на улице обойдется в 500 евро, а незаконный вывоз строительного мусора до 100 килограммов – это уже штраф в размере 25 тысяч евро. Если мусор содержит опасные материалы, такие как асбест, штраф увеличивается еще сильнее. Как отмечают столичные власти, расход на очистку от нелегального мусора давно превышает 10 миллионов евро в год. Рост штрафов – это попытка повысить дисциплину и безопасность в городе, а также стимулировать население и контролирующие органы действовать более решительно. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.